Добрый день, коллеги! Сейчас мы начнем с вами очень важный для нас всех процесс. Я поговорю о том, какие предметы мы изучаем и зачем мы это делаем. Я пройдусь по каждому предмету и объясню, зачем каждый предмет нужен в нашей программе обучения. Это нужно делать для того, чтобы у вас в голове было полное понимание нашего учебного процесса и вы отдавали себе отчет в том, насколько важен тот или иной предмет и насколько тот или иной предмет завязан на предыдущих предметах, для того, чтобы вы понимали взаимосвязи между предметами, причины и следствия нашего учебного курса, что студент будет иметь на входе, что студент будет иметь на выходе, и чтобы у вас не оставалось в голове неразрешенных вопросов, и чтобы вы четко понимали, зачем мы изучаем те предметы, которые находятся в нашем учебном плане. Перед тем, как вы начнете смотреть отдельные видео по каждому предмету, я бы хотел с вами поговорить об идеологии создания нашей учебной программы. Почему наша учебная программа выглядит так, как она выглядит? Первое, что вам важно понимать. Мы не готовим программистов только по одной конкретной технологии. То есть мы не готовим только специалиста по C++, мы не готовим только специалиста по C#, мы не готовим специалиста только по Java. Наша идеология состоит в том, что мы готовим многопрофильного специалиста. Почему выходит так? Очень часто, когда к нам приходит студент, он говорит, что он хочет заниматься программированием. На вопрос, каким программированием, у него нет четкого ответа. Он не понимает, каким программированием душа его желает заниматься. Конечно, есть какая-то горстка людей, которые уверены в том, что они хотят быть Java-программистами или они хотят быть веб-программистами. Но все-таки большая часть не знает, чем конкретно им в жизни заняться. Знают, что программированием, но больше ничего не знают. И, конечно же, мы могли бы сделать так, что мы учим только одному направлению. Но рынок труда диктует нам другой подход. Готовить специалиста, который будет разбираться только в одной технологии, достаточно тяжело. Почему? Потому что сейчас эта технология есть на рынке, мы готовим, а в будущем эта технология стала неактуальна на рынке. Или другая проблема, которая есть. Мы готовим специалистов только по .NET, а в вашем городе или в вашей стране нет необходимости в специалистах по .NET Framework. То есть, если вы готовите специалиста только в рамках одной конкретной технологии, вы заранее сужаете ему его потенциальное будущее. Если эта платформа не актуальна в вашем городе, в вашей стране, тогда для него нет работы. Если эта платформа устарела, была закрыта, или язык устарел, был закрыт, все, опять же нет работы. Ну и кроме того, возможно, еще другая ситуация. Вот подготовили мы специалиста по одной конкретной технологии. Он трудоустроился в компанию. Этот проект по его конкретной технологии был закрыт. Других проектов по этой технологии в его компании нет. Это означает, что человеку нужно увольняться из этой компании и переходить в другую компанию. Сложно, трудно и вызывает большие вопросы. А зачем специализироваться сразу только в одной технологии? Поэтому мы когда-то приняли решение готовить наших студентов по идеологии швейцарского ножа. Мы готовим студентов так, чтобы в нужный момент наш студент применил ту или иную технологию, которая сейчас популярна, сейчас востребована, сейчас нужна. И мы готовим их так, чтобы они понимали плюсы и минусы разных технологий, могли выбрать, какую технологию лучше использовать для проекта. То есть фактически мы готовим разноплановых людей, которые могут двигаться дальше достаточно быстро и эффективно за счет того, что аппарат, который мы в них вкладываем, позволяет им трансформировать свои знания в новые технологии. Человек, который изучил более чем один язык программирования, более чем одну технологию программирования, сможет легко и успешно через какое-то время освоить и другую технологию программирования. Поэтому мы не готовим только программистов по одной конкретной технологии. Мы делаем так, что наш специалист, который заканчивает наш процесс обучения, может стать кем угодно. Он может быть C++ программистом и разрабатывать решения на C++. Он может стать программистом Windows приложений с помощью, например, C# и разрабатывать свои приложения на WPF или Windows Forms. Он может стать веб-программистом и создавать проекты с помощью какой-либо серверной технологии программирования, например, PHP, ASP.NET или
серверных технологий Java. Он может создавать мобильные решения с помощью технологии программирования Java под платформу Android. То есть у нашего специалиста большое и светлое будущее. Если вдруг что-то случится с конкретной технологией, например, вообще не будет проектов на C++ в его городе, человек сможет спокойно адаптироваться и выбрать себе профиль работы, связанный с .NET. Если .NET нету, можно перейти на Java. Наш подход обеспечивает максимально комфортное погружение в будущий рынок труда. Кроме того, наш подход обеспечивает возможность сделать так, чтобы когда у человека есть возможность заработать какие-то дополнительные деньги, он мог взять проект на фрилансе. Человек выходит на фриланс рынок, заходит, например, на Upwork и находит проект на любой из технологий, которые он изучал. Если вы изучали одну технологию, вы очень ограничены в своем выборе. Если вы понимаете функционирование многих технологий, вы можете выбирать разные работы. Не нравится вам конкретный заказчик, перешли от одного заказчика к другому заказчику. Это очень важно иметь выбор. И наш подход формирует специалистов, которые могут выбирать заказчика, могут выбирать проекты, потому что мы готовим их разнопланово, мы рассказываем им о разных подходах в программировании. Фактически мы их учим программированию, а не просто какому-то конкретному языку, не просто конкретной платформе. Мы учим их разному программированию, мы учим их десктоп-программированию, мы учим их веб-программированию, мы учим их мобильному программированию. Такой подход уже оправдал себя, такой подход показал результаты. У нас есть масса историй о том, как наши выпускники выбирали один профиль работы, потом, когда этот профиль работы по той или иной причине становился неактуальным, например, человеку надоел проект, он переходил на другой профиль работы. Например, он был изначально .NET программистом, потом он захотел сменить профиль работы через 1,5 года и стал Android программистом. Потом ему надоел Android, через 2 года он стал Java программистом, он участвует в создании серверных решений. Почему так происходит? Потому что наш подход позволяет человеку переориентировать себя. Мы даем человеку большое количество степеней свободы. Занимайся тем, чем тебе сейчас интересно в рамках текущего твоего процесса и текущего состояния. Очень важно еще отметить, что те люди, которые к нам попадают, не умеют изначально программировать. У них есть только желание научиться программировать. Мы не ожидаем, что они программисты. И мы обучаем их с нуля. Мы закладываем в них основы программирования. Мы закладываем в них эти лезвия швейцарского ножа, о которых я говорил. Мы начинаем с базового курса. На базовом курсе мы рассказываем нашим потенциальным студентам специализации о том, что такое программирование. Для этого мы используем язык программирования C. На специализации мы продолжим с C++. Важно понимать, почему мы выбрали C-подобные языки. Эти языки завоевали мир. Эти языки имеют в своем составе большое количество разных возможностей. Есть C, C++ классические языки, есть C-подобный C#, который позволяет создавать приложения под Windows и под Web. Есть Java, которая позволяет создавать свои приложения под любые платформы, где есть Java машина. Наш подход, связанный с C-языками, показал себя, зарекомендовал себя. Именно этот подход позволяет нашим студентам находить работу на рынке труда в максимально короткие сроки. И, конечно, с максимальной эффективностью, получая ту зарплату, которую хотят наши студенты.